Провокация обычно используется для того, чтобы вызвать у вашего собеседника нужную вам реакцию. При этом, если вы будете использовать 2 провокации или 3 провокации, вы получите больший эффект, большую реакцию. А если все эти реакции будут противоречить друг другу, вы получите разрыв шаблона, ступор, транс и выученную беспомощность у вашего собеседника. Поэтому существует такой прием, как связка провокаций, или там двойная провокация, или тройная провокация, когда вы одновременно проговариваете несколько цепляющих собеседника вещей, провоцирующих его на реакцию, и он не знает, на что отвечать. Его подсознание одновременно получает несколько задач, противоречащих друг другу. Допустим, ты должен это понимать. Ты же не идиот, или я ошибаюсь? Что мы здесь видим? Ты должен это понимать, это внушение. Ты же не идиот, это провокация, причем уже здесь чуть больше, чем просто провокация. Я по факту назвал человека идиотом, но упаковал это в вопрос. Ты же не идиот, поэтому ваш собеседник прожил то чувство, когда он чувствует себя, ощущает, видит себя идиотом. Естественно, у него рождается внутри ответ «нет». Но по смыслу вы спросили, ты же не идиот, поэтому по смыслу надо ответить «да». Уже ступор. И следующий вопрос, или я ошибаюсь? И здесь непонятно вообще, что отвечать. Или я ошибаюсь по поводу того, что ты должен сделать, или что ты идиот, или что ты не идиот, или что я ошибаюсь. В этой ситуации у собеседника банально заканчивается оперативная память, и все его вычислительные мощности просто перегружены. И в этой ситуации ступора, в этой ситуации, что как будто бы его обозвали идиотом, с чем он не может не согласиться, ему больнее всего было бы согласиться с тем, что собеседник не прав и он действительно идиот. И поэтому он внутренне говорит «да, ты не ошибаешься, я не идиот». И автоматически по инерции он соглашается с тем, что он же должен это понимать. Отсюда имеем структуру. Внушение, которое мы хотим интегрировать человеку в подсознание. Первая провокация, которая сформулирована через частицу «не», которая бы его как-то оскорбляла, может быть, задевала, которая затрагивала бы значимый для него критерий, которая вызывала бы у него боль, или страх боли, или тревога по поводу боли, или тревога по поводу страха боли, вторичные, третичные эмоции. Главное зацепить, главное, чтобы человек впал в аффект. Идиот, ты идиот. Нет, я не идиот. Конечно же, я должен это понимать. И последний гвоздь в крышку этого убеждения – это формулировка «или я ошибаюсь». Это та формулировка, которая весь этот бутерброд, весь этот поезд загоняет в подсознание нашему собеседнику. Я должен это понимать, иначе я буду идиотом, ведь он же не ошибается. По этой структуре можно загонять убеждений в подсознание собеседника о чем угодно. Например, ты должен выйти поработать в эти выходные без сверхурочных, без какой-то доплаты. Ты же не неудачник, или я ошибаюсь? Я же могу на тебя положиться, и ты сделаешь все по красоте. Ты же не какой-то там профан, или какой-то новичок, или какой-то неофит, или я ошибаюсь. Здесь посередине нужно выбрать именно ту формулировку, то качество, которое именно заденет, отзовется болью. Здесь нужно хорошо знать собеседника, либо предполагать, что на него будет иметь воздействие. Например, ты должен купить мне шубу не хуже, чем у Зинки, лучше, чем у Зинки. Ты же настоящий мужик, ты же не тряпка, ты же не какой-то там нищеброд, или я ошибаюсь? Ты должен купить мне новую тачку, ты же не хочешь, чтобы ты перед своими пацанами выглядел как неудачник, или я ошибаюсь? Ты должна закончить школу с золотой или платиновой, или мультиплатиновой медалью. Ты же не хочешь опозорить нашу семью, ты же не хочешь сделать маме больно, или я ошибаюсь? Ты должен сделать это, ты же не идиот, ты же не слабак, ты же не какая-то размазня, ты же не тряпка, или я ошибаюсь? Ты должна сделать это, ты же не абьюзер, ты же не нарцисс, ты же не эгоистка, или я ошибаюсь, и так далее. То есть то, что мы хотим от человека добиться, то ту программу, которую мы хотим в него загрузить, то, с чем он должен согласиться, провокация, которая касается какой-то ценности, боли или значимого критерия, и последний гвоздь, последняя провокация, которая пропихивает весь этот паровоз в подсознание. Или я ошибаюсь?
Если я не ошибаюсь, то я не ошибаюсь и по поводу первого внушения. Если ко всему этому, ко всей этой структуре применить еще все принципы построения шизофреногенных паттернов, то может получиться полный новый шизофреногенный паттерн, который можно назвать двойная провокация или связка провокаций. Если применить доброе намерение, то есть с добрым намерением и включенностью, говорить по поводу того, что ты же должен это понимать, ну ты же должен это понимать, ну ты же не какой-то там идиот или простофиля, я же забочусь о тебе, я со всей душой, или я ошибаюсь, я же понимаю, что я не ошибаюсь, поэтому я тебе говорю, что ты должен это понимать, и так далее. Второй принцип, я должен говорить про значимые критерии, про вещи, которые должны включать человека, ну и так далее. Все остальные принципы построения шизофреногенных паттернов к вашим услугам.